Друзья, всем привет! Прямо сейчас мы приехали до бабушки Гали, чтобы ее проведать. Последний раз мы с ней виделись год назад, и тогда, можно сказать, наша история, она закончилась. Помогли, как смогли на тот момент. Мы бабушке Гале сказали, что если вам нужна будет какая-то помощь, вы не стесняйтесь, звоните. И вот прошел год, бабушка Галя нам не звонила. Решили ее проведать, навестить, узнать, как у нее дела, что у нее со здоровьем, как сейчас обстоят дела с клопами, с тараканами. И, может быть, чем-то еще, если в наших силах ей помочь. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наши социальные сети. И прямо сейчас мы начинаем. Друзья, сейчас мы хотим съездить, купить продукты бабушки Гали. Пока мы сейчас поедем, я хотел бы вам немного рассказать историю бабушки Гали, для тех, кто не знает. Более подробно мы оставим ссылку на плейлист вот, со всеми роликами, которые у нас были, связаны с ее историей. Если коротко, то с бабушкой Галей мы познакомились возле церкви. Она тогда сидела, просила подаяние. У нее украли кошелек, и вот ей пришлось выйти и сесть, чтобы ей люди как-то чем-то помогли. С того времени мы с ней договорились встретиться, мы ей помогали продуктами, привозили какие-то бытовые нужные вещи. Купили бабушке Гале телефон, обменялись контактами, договорились, что если нужна будет наша помощь, она нам позвонит. У бабушки Гали есть внучка, которая ей помогает постоянно. Ну, я так понимаю, бабушка Галя, чтобы нас не утруждать, но она к нам не обращалась. То есть это было вот то, что я вам рассказываю, еще 2 года назад. Потом мы спустя полгода приходили к бабушке Гале, увидели, что у нее появились дома тараканы, и на самом деле мы просто не подозревали, насколько это был вот такой большой масштаб бедствия. Один таракан на стене, другой пробежал там пока по чашке кофе. Но когда мы начали ходить по комнате, увидели, что за диваном находится огромное количество тараканов, которые просто спали в тени за диваном. И поняли, что здесь нужно что-то решать. Зашли на кухню, увидели, что в раковине много маленьких вылупившихся тараканов. Когда начали травить, бабушка Галя еле-еле ее болтали на протравку, на уборку. Когда травили, увидели, что у бабушки Гали в ее старом диване были тысячи клопов. Это был настоящий ужас. Слава богу, мы протравили ее квартиру на 3 или, не помню, или 4 раза. Выкинули старый диван, ободрали обои, в которых как раз были яйца от клопов, сами клопы. На тот момент вроде бы закончилось все нормально. Мы приходили бабушку проведать еще. Там она была в не очень хорошем состоянии. И на этом мы закончили историю. Также сказали бабушке Гале, что если нужна будет помощь, она позвонит. Прошел опять год. Решили проведать, узнать, может быть, тоже от нас какая-то помощь нужна. Сейчас вместе с вами пойдем и узнаем, как обстоят дела у бабушки Гали. На самом деле, прям очень переживаю. Вот сейчас поднимаемся, здесь идем, шли по коридору, сразу столько воспоминаний разных. Она дома. Так, надо привыкнуть. Маленько. Капец, как же я переживаю. Кажется, она по полу передвигается опять. Говорит, сейчас. Баб Галя, это Игорь. Здрасте, баб Галя. Здравствуйте. Здравствуйте. Каким ветром занесло? Решили вас навестить. Ой. Как вы? Да ничего, держусь еще. Ага. Кошечка где ваша? Спит, наверное. Спит? Как у нее со здоровьем? Нормально. Нормально? Нормально. Как сейчас самочувствие, как со Всё здоровьем? нормально. Нормально? Ага. Ходите нормально? Хожу, помаленьку, хожу. Какие-нибудь сейчас лекарства, мази, что-нибудь нужно? Нет, все есть, Маша мне купила. А Маша, она как часто приходит? Раз в неделю или 2 раза в неделю приходит. Приходит, да? Да. Ну, слава богу. Продукты она покупает. Тоже покупают, да? Да. Ну, слава богу. А вот кто-нибудь там в гости, вот вы говорили, там к вам с работы кто-то приходил? Это давно было, сейчас. Давно было? Конечно, они сами-то уже тоже такие же, как я. Ну, пожилые уже. Ну да, мы же все вместе работали, вместе. Как у вас со зрением? Да, один глаз более-менее, а
нормальную, а другую вот что-то немножечко стало это. Баб Галь, а как с тараканами? Ни одного нет. Нету? Нету, Маша, всех. А как Два раза обработали и все, больше никого нет. А давно обрабатывали? Давно уже. И нету никого? Никого. Я вот смотрю, только трупики валяются как бы здесь, мертвые, Это, да? наверное, Ну, они, очевидно, после отравы просто умерли, да. И я это самое все убирала. Я вот помню, тогда прям показатель был такой, что они были в раковине. Прям очень-очень много было в раковине. И вон там вот в углах Но они щас были. ничего нигде нет, я даже И на самом деле я даже приятно удивлен. даже лазила. Не вижу ни одного, потому что Нет. раньше прям вообще их много-много Да было. после ремонта у всех было здесь. Да. О, Ой. Белька проснулась. А у нее есть покушать корм? Есть. Друзья, еще 5 лет назад я задумывался о том, что я делаю в своей жизни, куда иду, где окажусь и кем я буду через 5-10 лет. Я постоянно экспериментировал и искал себя, читал много образовательных, биографических и документальных книг, смотрел мотивационные видео и фильмы, проходил различные тренинги личностного роста, занимался разным малым бизнесом и постепенно пришел и нашел себя в блогерстве и помощи людям. Я безумно благодарен тому, что мы с вами совместно можем помогать людям и менять их жизни в лучшую сторону. А что делать тому, кто не определился? Правильно искать себя и свою профессию, на которой вы не будете ощущать себя как на работе. И сейчас будет особенно интересно всем тем, кто задумывается уйти в IT-сферу. Одна из самых быстро развивающихся в этой сфере как раз аналитика данных. И с января прошлого года только на HeadHunter число вакансий на должность аналитика выросло в 2,5 раза. А средняя зарплата аналитика в России сейчас составляет около 130-150 тысяч рублей. Сегодня ни одна компания не обходится без аналитика, так как результаты работы данного специалиста помогают понять, насколько эффективно работает бизнес и в каком направлении его следует развивать. Получить востребованную профессию в этом направлении вам поможет онлайн-школа Skill Factory. Курс аналитика данных отлично подойдет новичкам в IT. Вы начнете с освоения простейших Google таблиц, а далее вас уже ждет плавный, но уверенный переход в Power BI, дашбордом и реализацией крутых проектов на примере популярных бизнес-моделей. Куратор вашей группы всегда вам поможет. И если вы отстанете от программы, он не даст вам забросить учебу, а карьерный центр поможет с трудоустройством. Вас будут учить настоящие профи своего дела, специалисты из Яндекса, Тинькофф, ВКонтакте и других крупных компаний. Skill Factory – признанный лидер в обучении IT-специалистов, а реальные отзывы и высокие оценки студентов на независимых площадках это подтверждают. Переходите по ссылке в описании и смело записывайтесь на курс по анализу данных. По моему промокоду MEDOV вы получите скидку в 45%. А еще вас ждет подарок, а именно курс Soft Skills для Digital менеджеров. Все ссылки я оставлю в описании к этому выпуску. Белка! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Белка! Ну, конечно, несмотря на то, что в квартире очень грязно, тараканов нету реально. Как дела с клопами, вообще непонятно. Блин, ну бардак вообще. Баб Галя, а этих клопов больше не было? Ну, клопов у меня вообще не было. А тараканов Всех убрали. Маша все истребила. Ну да, прям видно, тараканов нету. Да ни одного нету, не найдешь. Я помню, прям за диваном много Да, было. Игорь, не найдешь. Ну реально нет тараканов, слушайте. Да все чисто. Ни на всё шторах, вымыто. да, нигде нету. Лампочку надо вам поменять, только единственное, что. Да я их не включаю. Не включаете? Да. Вот единственное, что там, наверное, прям смотри, как будто Да нет, было там это просто это... логово. Ну и да, они через дырку забирались, наверное, там. Да Но вот нет. именно, что через дырки-то и забирают. Просто, баб Галь, они у вас могут опять появиться, потому что, ну, всякие мелкие там крошки валяются, всякое Это такое. я убираю сразу. Да? Никаких крошек нет. Если я поем, я тут же убираю. Угу, блин, свет так мигает. А лампочек у вас нету, не оставалось, баб Галь? Да есть. Давайте я поменяю, чтобы не А мигало. нет, там цоколь другой надо менять. Да
Не включаю я это. У меня вот телевизор работает, и достаточно мне, да. А где они у вас оставались, лампочки? Да вот они тут. В шкафу? Да. Ну да, и здесь тоже горы трупов тараканов. Ну, знаете. Так, а где они тут? Мне, дорогой, уже 80 лет, я же так сильно не могу убирать. Ну, конечно, мы понимаем. Вы вот, наверное, да? Ну да, цоколь другой. Здесь маленькие эти лампочки. Баб Галь, может быть, так же, как в прошлый раз, клининг давайте вызовем? Кого? Ну, убраться, чтобы ребята Ой, придут. не надо, я терпеть не могу, я лучше сама ползать буду убираться. Ну тогда-то хорошо же убрались. Не надо мне Не никого. Мне, если что, Маша помогает. Вы тут сами хозяйничаете. Я в общем. хозяйничаю, я Да, не да. люблю никого. Маша вот, да, приходит ко мне, Маша, для меня это все, это моя внучка. Мы с ней созванивались, общались, ну, она, да. Она внучка моя, все, я Помогает ее вам. очень люблю. Баб Галь, сейчас в чем может еще помощь понадобиться? Да ни в чем мне я не нуждаюсь. Помните, курточку я вам приносил Да вон ходить? она новая. Вы ходите в ней? Да я никуда не выхожу. А, вы дома? Даже в Дома. магазин не ходите? Нет, Маша мне все приносит, и я А. даже в магазин. А на крылечко подышать воздухом хотя А бы? вон у меня, открываю Открывайте окно, да? окно открываю и все. А что я буду спускаться на крылечке, там вообще никого нет, пообщаться даже не с кем. Ну что я, постоять? Да я вот лучше перед окном постою. Абсолютно безлюдная А улица. мобильник у вас работает? Да, Работает? Работает. Телефон же мой есть? есть, записан. Вы да. просто, если что, не стесняйтесь, баб Галь, звоните. Любая помощь, хоть что вам понадобится, пожалуйста, не стесняйтесь, звоните. Ладно, Игорь, если Договорились? что, да, договорились. Ну, вообще-то, я говорю, у меня мама Маша все. Все делает. Да. Она знает все мои запросы, и Белкины запросы, все. Продукты она нам покупает, вон все забито даже. Угу. Полный холодильник. Стала есть и друга. Угу. Милая. Кошмар. Всё? Ну, есть, да. И там еще это замороженное есть. Все есть, Игорь. Я говорю, Маша мне молодец, девчонка. Вы встречались сейчас только что, да? Да. Да, это я. Мы по поводу баб Гали, мы ей помогаем периодически, Да. волонтерам. Я Вытравили мы тараканов, как бы. Вот, я хотел спросить, с тараканами сейчас нет проблем? Теперь нету. А Тоже мы нанимаем тараканы. полностью на всех, раз, два, и еще соседи сверху. А. Надо здесь узнать еще наверху, потому что мы когда здесь вытравили, они пошли наверх. Вот несколько месяцев нету. Ну, запах ужасный, конечно, она, Запах, что, да. честно скажу. Да. Что у меня ребятишки, как бы, и это. Дети. А как она к себе пустила потравить? А мы через внучку выходили. А, через внучку. Весь вся проблема в запахе, то есть такая, я не знаю, какую можно заказать уборку, чтобы не было Здесь запаха. у нее, в общем, я думаю, основная часть доли запахов идет с дальней левой комнаты, где идут ковры, и туда ходит кошка. И ковры настолько вот пропитались, он запах. это не от бабушки Гали, а Ну, именно не, я от понял. ковров это идет. Ну и плюс, да, как бы у нее сейчас достаточно не убрано, можно так сказать. Но мы тоже предлагаем сейчас вызвать клиник, но она говорит, я сама. Да, ну тараканов нету, но вопрос их появления, ну, вопрос времени, Нет, конечно. Помню, у вас когда ремонт сделали, Ну. прям по всему подъезду они ползали. Так, Вне вот, зависимости от да, вас. прям по подъезду, и вверху, и внизу, там везде. По мусоропроводу тоже О, ползали. Везде. Нам бы просто хотелось бы у вас убраться здесь, порядок Ой, навести. я сама убираюсь. Да? Ну да. ладно, все, настаивать не будем. Нет, Да. я всегда сама убираюсь, ползком, но я вымою. Я люблю сама все делать. Да, мы знаем. С детства, вот, привыкшая с детства, потому что у нас я занималась огородом, брат занимался там всякими Мгм. этими. Сейчас и я одна осталась. А вы, получается, самые младшие были? Я да. Я чё, была вот такая, а они вон какие были. А вы помните, не знаю, может быть, какое-то самое яркое событие в вашей жизни? Когда была молода, так у меня все яркие события были. Особенно в партию, когда ездили в геологическую службу. Мгм. Там всегда
Весело было, бурно, все молодые, все пели, танцевали. Ну, а сейчас, конечно, все, кто очень много умерло. Что больше всего запомнилось у вас? Ну, вот какие-то моменты, может быть, были прям счастливые. 50-летие мое. День рождения? Да. Да вообще дни рождения у меня весело всегда проходили. Но 50-летие я даже не ожидала. Все собрались. В ресторане много. Ну, человек 50 было, наверное. Ого. Это Да. и с работы И с были, и работы, друзья. друзья, и даже, как говорится, даже кого я и не знала, приходили. Ничего себе. Мгм. Гуляли, танцевали, Ой, плясали. там вообще было Вечеринка. вечеринка, весело было. С мужем, с вашим, как вы познакомились? Ну, в биологической партии. А Он вот- геолог, а я геофизик. Да. В одной партии оказались, ну и все. Я его пригласила к себе в гости, он пришел Мгм. с другом, Так и начали общаться. так и начали общаться, потом поженились. Свадьбу хорошо сыграли? Ой, там свадьба была на все 100. Да. Молодость Хорошая была. хорошая была. И старость ничего, нормальная. Были, может быть, какие-то моменты в жизни, о которых вы жалеете и хотели бы, может быть, там по-другому их сделать? Я как-то ни о чем не жалею. Все, что было, значит было. Не было, значит нет. Значит, и не надо было. Допустим, раньше, когда вы жили вот полной семьей, у вас была раньше в чем-то нужда, какие-то проблемы, может быть, там Ну, что-то не были, хватало? конечно, проблемы, нехватка денег, как всегда мы получали мало. Мне дали сначала 80 рублей, ему 100. Вот так жили. Потом, правда, все набавляли. Мгм. Ну и потом уже более-менее нормально. Слушаю вас. Алло, Мария, здравствуйте. Мария, подскажите, пожалуйста, мы вот сейчас навестили бабушку Галю. Ага. Вот. Очень рады, что тараканов сейчас и клопов у нее нету. Вот, но единственный момент там, ну, бабушка Галя, я так понимаю, убирается постольку, поскольку может, ну вот, поскольку в ее силах. Сегодня бабушка Галя трезва? Да, да. Это прекрасно. Мы вот и ей тоже предлагали, и она говорила, что вы ей тоже предлагали по поводу Да. уборки. А она, и получается, и вам отказывает, и нам, ну, тоже Но она не говорит. хочет, к сожалению, никак. Может быть, как-то уболтать и навести порядок ей? Но учитывая, что я это неоднократно уже пыталась сделать, я не знаю, как ее убалтывать, Игорь. Мгм. Ну невозможно силой На заставить. силой, Если бы да, вы знали, да. какой у нас был разговор, и как мы тяжело шли к травке тараканов. Это вот когда тогда летом, да, было? Мы просто 3 или 4 раза отменяли травку, потому что она не открывала дверь. И даже когда я приезжала, она просто не пускала этих людей, этого дяденьку. Ничего себе. Я не представляю, как там договариваться на клининг. Мгм. Получается, вот после того, как мы там раза 4 протравили, они потом Ну. дальше Они размножались? снова, да. Снова были. Просто Маленького. может быть такое, что ну, из-за того, что там у бабгали по-своему чистота, вот, можно Очень так по-своему. назвать, да, что вопрос их появления, ну, времени, а может быть и не будем появится. называть? Не, я тут могу сказать одно, что в Бабгале и раньше такая же чистота была. Смысла я не вижу ее заставлять в плане этого. Ломать человека, тем более в таком возрасте, но не в наших, скажем так, правах с вами это. Не, конечно, заставлять не надо ни в коем случае. Вот, но она, да, говорит, что там вы и продукты ей приносите, и там навещаете ее. Ну а как? Но вот вопрос чистоты, конечно, ни в какую она не хочет решать. Нет. Да. Вы же все равно там как бы с ней общаетесь, может потихоньку ей намекайте. Естественно, общаемся. Да, намекайте, может быть она как-нибудь в какой-то раз из, не знаю, из 100 согласится, а мы, если что, оплатим этот клининг. Не переживайте, я в состоянии клининг-то Вот. оплатить. Тогда, если что, этот телефон у вас есть наши, а это у баб Гали, если что, тоже есть. Угу. Всего доброго. Хорошо. До Мгм. свидания. До свидания. Характер. Да, характер у бабушки Гали, плюс, ну, человек все равно в советской закалке, и трудно, как бы, что-то. На некоторых, конечно, иногда злишься, но будет мне 80. Откуда я знаю? Да, да.
Здесь, я думаю, просто вопрос времени ждать, пока, может быть, у нее будет какой-то там подъем эмоциональный, она согласится. Ну, я думал сначала, может, как бы, если она не совсем уже может там за собой ухаживать, что, как обычно же, стариков к себе забирают. Бабушка Галя навряд ли с этого места куда-то согласится. Потому что она здесь прожила. Это ее Конечно. квартира, да, она здесь Я каждый сам. сантиметр знает, она сама себе хозяйка. Ну и зачем ей куда-то что-то? Дай бог она согласится. Да. Мы не против тоже никогда, как бы, поэтому. Единственное, если вот, допустим, клининг будет, если проблема в коврах, то, может быть, избавиться от этих ковров. Самое главное, что сейчас, внучка вас навещает, там про продукты вам привозит, что Ну, ты вы... же видел, вон продукты, морозилки Не полно. И созваниваемся на бабы, что надо? Я говорю, пока ничего не надо, все есть. Если сама не может, на курьера, курьер привозит. Привозит. Да, приносит. Ну она, да, рассказывала, что курьера вызывает. Вызывает курьер. Да. Так вот, буквально на той неделе курьер приехал, все эти продукты привез. А у Белки сейчас с глазами нормально? Нормально. Да? Капельки тогда закапали, все нормально. Все прокапало ей. Ну ладно. Раз нормально. Ну, в общем, все нормально. Вы готовите, все Сама я нормально. готовлю, да. Если что, Маша еще приносит, там что наготовит. Мгм. Хотелось бы, конечно, вам помочь порядок тут навести. Это Ой, единственное, я что нам потихоньку хотелось наведу, бы. Игорь. Я сама наведу. Ну вот такая я сама люблю все делать. Маша вам предлагает тоже убраться? Сколько раз, но она прекрасно знает, что я не люблю. Ладно, баба, убирайся, пока можешь, потом мы уберем. У вас веники, тряпки, это все есть? Все есть, все есть. Моющие средства? Да, вон полно, и что и Маша покупала. Мгм. Маша проверяет меня, что к чему и почему. Проверяет, да? Проверяет. А в больничку вы не хотите? Ну, Я сходить не- там зрение проверить, Не, здоровье Да проверить? я 100 лет там не была их и не пойду никогда. не пойдете, И да? не пойду. Не, ну может быть то, что мы хотели, с ногами разобраться. Уже нормально. А челюсть ставную не хочете? Не Зачем? хотите, вернее. Зачем она мне нужна? Челюсть ставную не хотите? Да Просто это надо же идти на прием. на прием Пойдете? там сдавать не У вас зубов хватает, есть? хватает. Поесть хватает. То есть переживать нормально. Да, конечно, все нормально. Бабгаль, ну смотрите, наше предложение по зубам в силе. Если надумаете, мы готовы вас отсюда забрать, привезти. Если что уж надо будет, я позвоню Да, тебе. да. Телефон твой у меня есть. Есть, да, Бабгаль. Бабгаль, тогда продукты разберете? Разберу, Всё, щас берете? разберу, всё. Не стесняйтесь, пожалуйста. Если что, звоните, пожалуйста. Игорёш, я тебе говорю, что Маша Да, мне Помогает. все помогает. ну ладно. Надо, если что, все. Хорошо, хорошо. Ладно, Бабгаль, мы поедем. Ага. Крепкого вам здоровья, Бабгаль. Если Ой. что, звоните. Договорились? Спасибо, договорились. Все, до свидания. До свидания. Спасибо вам. Пожалуйста, Бабгаль. Забывайте. Здесь вопрос получается, в самой бабушке Гале, что она сама как бы против, что человек как бы, своенравный и так далее. Друзья тоже многие писали там и, можно сказать, критиковали внучку бабушки Гали, но вот как из всей моей истории, которая там длилась у нас бабушка Галя там на протяжении практически 2 лет, мы поняли, что просто бабушка Галя сама не дает делать какие-то вещи, своим родственникам, нам она еле-еле, как тогда, да, мы ее уболтали. Сейчас, вот, когда они летом повторно травили, тоже с 5-й попытки это получилось уболтать. Вот, и то это была протравка, потому что, это не уборка. Уборка — это когда все равно трогают какие-то личные вещи, их там переставляют, моют. И, конечно, пенсионеру очень сложно переносить такие вещи. Сейчас имеем то, что имеем. Вроде бы бабушки Гали в плане здоровья, в плане ее самочувствия все нормально. Единственный момент — это получается в чистоте. Сейчас соседи не страдают, от того, что у бабушки Гали раньше происходило. В общем, вот такой расклад. Напишите ваше мнение, может быть, какие-то советы дадите, мы их почитаем, может быть, передадим Маше, чтобы она как-то
подумала какой-то другой подход попробовать найти. Я думаю, может быть, наверное, в следующем выпуске мы с вами поделимся уже новостями, как идет стройка нового домика для дедушки Лёши. Мы сейчас думаем над разными вариантами и планировки, и заказываем уже печь. Вот такие у нас сейчас на сегодняшний день новости. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наши социальные сети. Мы вам будем там очень рады. И увидимся с вами через неделю. Пока.